Всем огромный привет, с вами Let Me Play, и мы продолжаем углубленное обучение в Medieval Dynasty. Сегодня мы поговорим о торговцах и их товарах. Как мы с вами уже изучали ранее, игровой мир представлен 9 полноценными деревнями и 2 поселениями отшельников. Зачем вообще нам информация о торговцах и их товарах? Все просто. Бывают ситуации, особенно на первых этапах игры, когда вы получаете сайд-квест у NPC, по условиям которых ему нужно отдать тот или иной товар, а ваша деревня еще не так развита и лично вы не сможете решить вопрос собственными силами. Для этого придется сходить и купить необходимые ресурсы у торговца. Или вам могут потребоваться определенные предметы и ресурсы для запуска собственного производства. В такие моменты на помощь придет данный гайд. Для вашего удобства я создал полноценную таблицу со списками торговцев и их товарами. Данная база знаний поддерживает русский и английский языки, и скачать ее вы можете по ссылке в описании к видео. Обращаю ваше внимание на тот факт, что игра находится в раннем доступе и постоянно обновляется. В любой момент предоставленные мною данные могут отличаться. Актуальная версия билда, на которой создавался данный гайд, 0.1.09. Если вы заметите ошибку или появится обновленная информация по данной теме, напишите мне об этом в комментариях к видео, и я обязательно обновлю базу данных. Также хочу обратить ваше внимание на один небольшой факт. Цены в предоставленном документе могут различаться с ценами у вас на доли процентов. Это связано с прокачкой вашего персонажа на данный момент времени. В игре присутствует скилл дипломатии и есть возможность уменьшать стоимость товара в закупке и продаже. Отсюда и возникает разница, но она несущественная. Всего в Medieval Dynasty насчитывается 21 торговец. В Гаставе вы найдете 4 из них, в Хорнике 3, в Джезерике, Денике, Леснике, Рольнике, Барово, Бранике и Баранике по 2. И еще 2 торговца – это отшельники с северо-запада карты и с северо-востока соответственно. Как быстро определить торговца при входе в поселение? Все очень просто. При входе в поселение появляются значки в виде мешочков на верхней панели индикации. Также можно спокойно определить торговца в городе с помощью нажатия на левый Alt, тогда вам подсветится каждый NPC, и у торговцев над головой появится тот самый мешок. Если вас интересует более выгодная продажа собственной продукции и более выгодная закупка, то обратите внимание на 2 скилла из раздела «Дипломатия». Здесь нас интересует скилл Frequent Buyer, он же постоянный покупатель, который понижает на 5% цену закупки за каждую прокачку скилла. Всего можно прокачать данный скилл до 3 раз, что в общей сложности даст нам на 15% ниже цены, чем на старте игры. И второй скилл Seller, он же продавец, который повышает отпускные цены на 5% за каждую прокачку скилла. Всего его можно прокачать тоже до 3 раз. Соответственно, чем быстрее мы хотим прокачать данные скиллы, тем больше нам нужно общаться с любыми NPC. Именно так работает прокачка местной дипломатии. На этом информация о торговцах и их товарах себя практически исчерпала. Теперь, когда вам понадобится какой-либо ресурс, вы просто открываете мою таблицу, ищите ресурс по базе и знаете, в какую деревню вам нужно будет за ним сходить. Таблица будет храниться в описании к видео, а чтобы ее не потерять, рекомендую сохранить у себя в закладках браузера. На днях я добавлю туда автоматические расчеты цен в зависимости от уровня прокачанного вами скилла. Если данное видео вам было полезно, ставьте лайк и оставьте свое мнение в комментариях. Это лучшая поддержка развитию моего канала. Увидимся в следующих видео по Medieval Dynasty и удачи развития ваших поселений. Пока-пока.